Произошло нечто неожиданное, и фанаты по всему миру до сих пор пытаются это осмыслить. Всего несколько мгновений назад всплыли несколько тихих слов от айдола о Тайонге. Никакого объявления, никакого предупреждения, и все же эффект был мгновенным. Сказанное не было громким или преувеличенным, но имело такой вес, что заставило фанатов остановиться, перемотать и послушать еще раз. Почему все больше айдолов вдруг стали упоминать Тайонга в самые откровенные моменты? И почему это кажется связанным с тем, что произошло буквально вчера? Оставайтесь с нами, потому что этот момент раскрывает ту сторону влияния Тайонга, которую большинство людей не замечают, пока оно уже не распространится повсюду. Несколько мгновений назад тихо всплыло нечто неожиданное, и это мгновенно вызвало волну в фандоме. Никакого громкого объявления, никакого броского заголовка, всего несколько честных слов, сказанных айдолом о Тайонге. И все же эти слова задели сильнее, чем кто-либо мог себе представить. Айдол не повысил голос. Он не преувеличивал. Он просто признался, что в последнее время, перед сном, наблюдает за Теоном. Не просто так, а внимательно, изучая его выражение лица, то, как он контролирует эмоции на сцене, как он заставляет тишину казаться громкой. Одного этого признания было достаточно, чтобы заставить фанатов задуматься, потому что оно раскрыло нечто более глубокое, чем просто восхищение. Фанатов шокировало не только то, кого он упомянул, но и то, как он о нем говорил. Не было никакого сценария, никакого рекламного тона, только искреннее уважение. Он описал Тэйона как человека, который не просто выступает, а общается без слов. Человека, чье каждое движение кажется целенаправленным. Фанаты сразу это почувствовали. Это была не похвала ради популярности. Это было влияние. И это не возникло на пустом месте. Еще вчера уже ходили слухи после того, как другой начинающий айдол открыто назвал Тэйона своим образцом для подражания. Во время интервью фанаты заметили закономерность. Не один, не два, а все больше и больше айдолов нового поколения тихонько указывали на одно и то же имя. Никаких кампаний, никакой рекламы, просто Тэйон существует. Именно это сделало данный момент особенным. Потому что если вчерашние новости показали влияние Тэйона, то сегодняшние слова раскрыли его процесс, как айдолы внимательно наблюдают за ним, анализируя его присутствие кадр за кадром. Не для того, чтобы копировать его, а чтобы понять его. Чтобы узнать, как он балансирует между сдержанностью и интенсивностью, как он позволяет эмоциям дышать, вместо того, чтобы форсировать их. Фанаты отреагировали практически мгновенно, ленты новостей заполнились таким же осознанием. Тэйона больше не просто восхищают за внешность или популярность. Его изучают, анализируют, уважают как эталон, как человека, на которого айдолы равняются, когда хотят расти не громче, а глубже. И что действительно потрясло фанатов, так это время. Это признание прозвучало сразу после нескольких дней обсуждений тихого доминирования Тэйона, его имя всплыло без рекламы, без появлений, без шума. И все же его продолжают упоминать, продолжают ссылаться на него, продолжают делать ответом. Кумир кумиров, не потому, что он сам так считает, а потому, что другие постоянно это доказывают. В этом есть что-то почти кинематографическое. Тайонг не стоит в центре, просю, чтобы его заметили. Он стоит чуть в стороне, и все оборачиваются. Начинающие кумиры, фанаты, инсайдеры индустрии – все тянутся к одному и тому же присутствию. И, возможно, именно поэтому этот момент кажется таким сильным. Потому что эти слова не предназначались для того, чтобы стать вирусными. Они не предназначались для того, чтобы шокировать, но они шокировали. Не потому, что они были громкими, а потому, что они были честными. Что делает это еще более поразительным, так это то, насколько знакомой эта закономерность кажется давним поклонникам. Это не первый раз, когда влияние Тайонга проявляется тихо, почти случайно, через слова других людей. Это всегда тонко, почти незапланированно. И все же это всегда производит одинаково сильное впечатление, потому что раскрывает нечто, что цифры и графики никогда не смогут полностью запечатлеть. На протяжении многих лет Тайонг известен тем, что делает все по-своему. Он не гонится за трендами, он их меняет.
Он не перегружает себя объяснениями своего творчества, он позволяет людям почувствовать его. И теперь, наблюдая за тем, как молодые айдолы описывают свой творческий процесс, фанаты понимают нечто важное. Тайонг стал ориентиром, путеводителем, молчаливым учебником о том, как существовать на сцене, не теряя себя. Один фанат идеально это сформулировал: он учит не уроками. Он учит своим присутствием. И именно это отразили слова этого айдола. Идея в том, что простое наблюдение за Тайонгом, его паузами, дыханием, тем, как он позволяет эмоциям задерживаться, может изменить подход к собственному выступлению. Это также объясняет, почему так много новичков упоминают его в моменты честности, а не в рекламных целях. Потому что Тайонг представляет собой нечто редкое в индустрии: долголетие без компромиссов, успех без громкого одобрения, влияние без принуждения. И фанаты не могли игнорировать иронию. В то время, когда Тайон не занимается активным продвижением, когда он не заполоняет социальные сети, когда он не появляется перед камерами каждый день, его имя все еще распространяется, все еще упоминается, все еще формирует следующее поколение. Это осознание сильно ударило по нему. Это напомнило фанатам, что истинная сила Тайона никогда не заключалась только в видимости, а в влиянии, в том, которое действует медленно, тихо, почти незаметно, пока вдруг все не почувствуют его одновременно. Этот момент был шокирующим не потому, что он был новым. Он был шокирующим потому, что подтвердил то, что фанаты чувствовали уже давно. Тайон больше не просто часть разговора. Он эталон, стоящий за ним. И по мере того, как все больше айдолов набираются смелости признаться, за кем они наблюдают, у кого учатся, кому обращаются, когда хотят совершенствоваться, подобные моменты будут происходить снова и снова, не громко, не драматично, а честно. И, пожалуй, самая показательная деталь – это то, насколько это кажется легким. Никому не говорят, чтобы он им восхищался. Никого не заставляют упоминать его имя. И все же Тайон продолжает появляться в этих тихих признаниях, в этих откровенных моментах, когда айдолы говорят не как исполнители, а как артисты, которые все еще учатся. Именно тогда фанаты по-настоящему это понимают. Такое влияние нельзя создать искусственно. Его нужно заслужить медленно, терпеливо и глубоко. И пока фанаты осознавали это, тихо возник еще один вопрос. Как можно стать настолько влиятельным, не прилагая к этому усилий? Потому что имя Тайона не становится популярным, как громкие скандалы. Оно не взрывается броскими заголовками или драматическими заявлениями. Вместо этого оно движется медленно, почти как шепот, передаваемый от одного артиста к другому. И все же этот шепот продолжает доходить до всех. Фанаты начали пересматривать старые клипы не потому, что вышло что-то новое, а потому, что вдруг стали видеть знакомые моменты по-другому. Взгляд задерживался на секунду дольше, чем ожидалось. Паузы между движениями, которые когда-то казались случайными, теперь стали преднамеренными. Выступление, которое не выпрашивало внимания, но все равно его привлекало. И тогда многие поняли, влияние Тайона началось не вчера. Оно тихо накапливалось годами. Задолго до того, как айдолы открыто стали называть его своим кумиром, задолго до того, как новички признались, что изучают его перед сном, Тайонг уже формировал свой сценический язык, не полагаясь на излишества. В то время как другие давили сильнее, двигались быстрее и ставили перед собой более масштабные цели, он выбирал сдержанность. Он доверял покою. Он доверял тишине. В индустрии, где часто сила приравнивается к громкости, Тайонг доказал, что контроль может быть громче хаоса. Это осознание особенно сильно задело давних поклонников, потому что они помнили моменты, когда его подход был неправильно понят. Времена, когда люди задавались вопросом, почему он не преувеличивает выражение лица, почему он не выдавливает эмоции, почему он, казалось, что-то сдерживает. Теперь молодые айдолы объясняют, почему именно. Они смотрят на Тайонга не для того, чтобы научиться выделяться. Они смотрят на него, чтобы научиться оставаться приземленным. Один инсайдер индустрии однажды описал Тайонга как того, кто выступает так, будто зрители дышат вместе с ним.
И это описание внезапно стало точнее, чем когда-либо. Его выступления не торопят вас. Они затягивают. Они дают зрителю пространство для собственных чувств. И это редкое умение. По мере того, как все больше айдолов высказываются, фанаты начинают замечать четкую закономерность в том, когда упоминается имя Тэйона. Это никогда не происходит во время рекламной кампании. Это никогда не происходит во время заранее подготовленных хвалебных выступлений. Это всегда происходит в моменты размышлений, ночные разговоры, непринужденные интервью, тихие признания. Моменты, когда айдолы ничего не продают. Моменты, когда они просто честны. Именно тогда появляется Тэйон. И именно эта честность заставляет фанатов доверять этим словам. Потому что восхищение, вызванное маркетингом, быстро угасает. Но уважение, рожденное из наблюдения, остается. Такое уважение, которое заставляет человека пересматривать выступления, анализировать жесты и переосмысливать свой собственный подход к искусству. Фанаты также заметили еще кое-что. Когда айдолы говорят о Тайонге, они упоминают не только талант. Они говорят о дисциплине, об эмоциональном контроле, об осознанности. Они говорят о том, как он знает, когда не нужно двигаться, когда не нужно петь громче, когда нужно позволить тишине закончить предложение. Такой уровень осознанности нелегко развить. Он приобретается через опыт, терпение и глубокое понимание себя. И, возможно, именно поэтому Тайонг так сильно отзывается в сердцах артистов, которые только начинают осознавать всю тяжесть сцены. Потому что он олицетворяет то, что следует за амбициями, за жаждой доказать себя, за потребностью произвести впечатление. Он олицетворяет мастерство. Не показное мастерство, а внутреннее мастерство. Поклонники начали размышлять о том, как Тайонг всегда, казалось, чувствовал себя комфортно, отступая назад. Позволяя другим блистать. Позволяя моментам проходить, не претендуя на них. И все же эти моменты каким-то образом всегда возвращаются к нему. Не потому, что он требует внимания, а потому, что внимание естественным образом следует за намерением. Есть также что-то глубоко человечное в том, как кумиры описывают наблюдение за ним. Не восхищение издалека, а изучение его как наставника, с которым они никогда официально не встречались. Человека, который учит, не говоря ни слова. Человека, который ведет, не указывая пальцем. Такое влияние невозможно спланировать. Оно возникает, когда артист достаточно долго остается верен своему творческому процессу, чтобы это заметили другие. И тут фанатов осенило еще одно. Тайонг не заставляет айдолов становиться похожими на него. Он заставляет их становиться самими собой. Показывая, что не нужно выступать громче, чтобы тебя заметили. Что не нужно переигрывать, чтобы эмоции почувствовали. Что подлинность, если ее постоянно практиковать, становится магнетической. Это понимание полностью изменило ход дискуссии. Речь больше не шла о популярности. Речь шла о наследии. Потому что тренды проходят. Вирусные моменты исчезают. Но то, как артист меняет представление других о выступлении, это навсегда. Фанаты стали использовать фразу «тихое доминирование» не как похвалу, а как описание. Присутствие Тайонга не подавляет пространство. Оно переосмысливает его. И однажды это заметишь, и уже не сможешь это развидеть. Вот почему это недавнее признание показалось таким тяжелым. Не потому, что оно раскрыло что-то новое, а потому, что оно подтвердило то, что фанаты чувствовали годами, не находя слов. И время имело значение. Тот факт, что это произошло в период, когда Тэйон не занимается активным продвижением, только усилил это ощущение. Потому что влияние, лишенное видимости, становится неоспоримым. Ничто не отвлекает от него. Никаких графиков, никаких кампаний, никаких навязчивых напоминаний. Только влияние. Это почти ирония. Чем тише он становится,
тем громче звучит его имя. И именно тогда фанаты поняли, они наблюдают нечто редкое в реальном времени. Переход от звезды к эталону. От почитаемой фигуры к основополагающему влиянию. От того, за кем люди наблюдают, к тому, у кого люди учатся. И по мере того, как все больше айдолов будут чувствовать себя комфортно, признавая это, подобные моменты не прекратятся. Они будут продолжать тихо появляться. Неожиданно. Через случайные слова и ночные признания. И каждый раз фанаты будут чувствовать ту же паузу. Тот же момент осознания. Тот же груз. Потому что влияние, подобное влиянию Тайонга, не заявляет о себе само. Оно проявляется медленно, через других. Через честность. Через уважение. Через молчание. И, возможно, это самая сильная часть всего этого. В мире, который постоянно требует от артистов быть громче, быстрее и заметнее, Тайонг является доказательством того, что глубина по-прежнему имеет значение. Что терпение по-прежнему работает. Что присутствие, если его тщательно культивировать, может отзываться дальше, чем когда-либо мог шум. И по мере того, как следующее поколение продолжает расти, продолжает искать опору в подавляющей индустрии, они будут продолжать находить его. Не в центре. Не призывая к вниманию. А стоя там, где он всегда был. Тихо формируя все вокруг себя.